Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашу встречу по пятницам с Андреем Золотаревым, известным украинским политтехнологом. Андрей Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер. Шалом шаббат. О, это, Пятница. это сейчас особо актуально, особенно где-то там в районе Умани, да, где уже А вовсю, так сказать, собираются Там, гости. там уже вовсю резвятся. Несмотря на находившие слухи о том, что не пустят в Украину, но не пустить хасидов это нереально. Они бы ползком через границу, они бы нашли окольные тропы, но обязательно бы проникли бы в Умань на могилу цадика Нахума. Ну и, конечно, знаете, когда еще цены такие поставишь? Где? В Умане, да, как, Ну, как на этот период. еврейский Новый год, Умань целый год кормят. Это- Ну, собственно, как и любой, скажем так, туристический объект. Но, в общем, друзья, если вы не туристы, а подписчики, то вы, в принципе, знаете формат нашего эфира, но на всякий случай напомню. QR-код, который видите возле меня на экране, это возможность вопрос задать и канал поддержать. И с этих вопросов будем начинать нашу сессию вопросов и ответов. Также заблаговременно в клубе зрителей Шелеста, в закрытом телеграм-канале можно оставить вопрос. И, естественно, да, сообщество YouTube абсолютно открыто, и, конечно, чат трансляции. В чате трансляции мы обсуждаем вот такую тему. 19-й пакет санкций Европейского Союза против России изменит мнение Трампа о войне в Украине. Внимание, еще раз, вопрос. Не там повлияет на войну, обрушит, там приблизит, отдалит. Не-не-не. Мнение Трампа изменит о войне в Украине или нет? Варианты. Да, он, в общем, переметнется к глобалистам. Это точка зрения. Да, недели на две. Нет, будет добивать Европу. Или разве что после 20-го. Ну, тут уже каждый сам будет. Числа или пакета санкций. В общем, интересная такая достаточно история. Урсула презентовала лично и выглядит как какой-то вроде бы шаг навстречу к Трампу. Но конкретно, да, конкретно условия Трампа Европа не выполнила. Что скажете по поводу этого и какой бы вариант выбрали? Я думаю, все-таки третий вариант. Трамп, да, будет добивать Европу, но не всю. Прежде всего, он люто ненавидит европейскую бюрократию, именно Брюссель и институты ЕС. Вот. И, ну, есть с кем у него вполне сложились отношения, с тем же Орбаном, который даже у него в Мар-а-Лаго в Флориде гостил, не каждый удостаивается такой чести. Со Стармером у него вполне нормально, вот подписали там, технологическое соглашение, Tech Prosperity Deal, вот, технологическая сделка процветания, вот так, дословно с английского. И там взаимные инвестиции на 300 миллиардов. И с собой, причем Трамп же привез еще целый десант американских хай-тек, ну, высокотехнологичных компаний. Тут тоже Nvidia, Apple и так далее. Поэтому не со всеми. То есть Европа, но не вся. Прежде всего, ну, я думаю, проблемы продолжатся у Германии, у Франции, Нидерландов. Ну, вот, пожалуй, те страны, которые вот, вот трамповского отношения пострадают более других. Сегодня состоялось вот это эпохальное действие политическое. Созвонились, представляете? Трамп и Си Цзиньпин. Трамп говорит, потрясающий был разговор, все вообще замечательно, все супер. Ну, как всегда, впрочем, у Трампа. А, Поговорили про ТикТок, да, китайская сторона говорит, слушайте, ну, есть хорошо, что там есть покупатели, есть продавец, все нормально по рыночной стоимости, все как бы рынок, все так, все дела, компания там. Причем близкий Трампа покупает самый большой пакет, и близкие другие Трампа, собственно, тоже будут покупать акции этого ТикТока, об этом уже, ну, в общем, расписали. На АТЭС в Южной Корее будет встреча, а потом в 26-м поедет Трамп в Китай. Скажите, среди прочего, вот был пункт, говорили о России и Украине. А вот это вот очень интересно. А как вообще в этом разговоре вплелась Россия и Украина? И, ну, загадочно звучит. Перспективы-то какие?
Ну, учитывая то, что благодаря Китаю Россия может с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее, пока Китай покупает энергоносители в колоссальных объемах, да, это выгодно Китаю, цена вкусная, но это и стабильность российской экономики. Ну, возможно, Трамп, может быть, просил содействия товарища Си все-таки, чтобы убедить Путина прекратить войну. Но на какие-то серьезные меры, до каких-то серьезных мер отказа, ну, уже кейс Индии, по-моему, налицо. Вот. Никто отказывался от дешевого российского газа, от силы Сибири-2 точно не будет. Это совершенно определенно. И равно как и никто не будет запрещать китайским технологическим компаниям продавать те же вот DJI Mavic, который активно используется по ту и по другую линию фронта. Другое дело, потому что россияне закупают куда больших объемов, буквально заводскими партиями. От этого Китай тоже отказываться не будет. Но посодействовать, ну, мне кажется, ситуация изменилась. В 2022 году, да, Китаю, который заинтересован в глобальной торговле, в какой-то стабильности, в открытых торговых путях, да, он выступал с мирными инициативами, помните, китайский мирный план и так далее. Но сейчас Китай адаптировался к этим реалиям и вполне комфортно и уверенно себя чувствует. А методов на товарища Си у Дональда Фредовича нет от слова совсем. Ибо, ну что, вот эти заградительные пошлины, лупануть пошлины по Китаю, ну, это из разряда фантастики. Ну, поскольку прилетит Америке в виде инфляции, резкого всплеска цен, потому что три четверти товаров, электроника, бытовая техника на полках того же американского Walmart, это made in China. Вот. Поэтому, ну и не будем забывать о том, что треть автомобилей Tesla выпускается в Шанхае. Это ж тоже вводить такие пошлины, это садомазохизм. Трамп на это не пойдет. Так, смотрите, Трамп не пойдет, но тогда возникает главный вопрос. Так а к чему были вот эти все условия? Ну, И ну, вот это очень прям важно. То есть давайте, хорошо, откажемся от всего российского, и там за 2-3 месяца Россия загнется, говорил Бессент, да, министр финансов. А мы видим, что не то, что там Россия не загибается, а даже предпосылок к каким-то серьезным и вещам нет. абсолютно справедливо американцы упрекали европейцев. То есть вы требуете санкций, вы требуете ужесточения позиций, но в то же время вы продолжаете покупать российскую нефть и газ. Вот посчитали, сколько получается за время войны у России купили нефти, газа, угля на 200 миллиардов евро. В то же время Евросоюз оказал Украине помощи на 155, немножко меньше. И, собственно, в прошлый год, на третий год российского вторжения, купили на 21 миллиард евро. Тоже вполне такая серьезная сумма. Поэтому тут политика – это улица с двусторонним движением. И тут американцев трудно упрекнуть в лицемерии. А вот европейцы оказываются, да, действительно в очень неудобной позиции. И вот, кстати, то, что вот эта заоблачная сумма, которая там фигурировала ну, в договоренностях, Трамп, ну, видимо, уповая, как говорится, на свое умение делать выгодные сделки, выставил явно завышенные требования. Европейцы такое количество газа, ну никак, ну, на 250 миллиардов, это нереально. Но, тем не менее, Урсула фон дер Ляйен это акцептировала, приняла. Вот. Посмотрим, что там будет делать дальше. Но санкционно я тоже не вижу вариантов для Евросоюза отказаться от покупки того же индийского дизеля, который одна из наиболее выгодных схем. Индусы покупают нефть с хорошим дисконтом, с хорошей скидкой российскую нефть. Ее привозит теневой танкерный флот. Дальше это уже превращается в дистопливо, произведенное на индийских НПЗ.
И европейцы с удовольствием покупают. И, возможно, что-то попадает и в Украину из этого дистоплива. Но, опять же, напоминаю, 1 триллион товарооборота между Евросоюзом, Индией и Китаем. Ну, с такими объемами торговли невозможно сделать кому-то плохо, не сделав плохо себе. Вот это надо понимать. Тогда очень интересно выглядят вот эти все восклицания всю неделю. Всю неделю продолжилась эта риторика о том, что будет война между Россией и НАТО. И вот сегодня, ну там, как, кстати, вот странно как-то, да, вот говорят, три вроде МиГа-31 Воздушное пространство Эстонии, да? нарушили, до Таллина долетели, а это так, ну, скажем так, всю страну надо пролететь, да, от границы. Ну, хотя они там, наверное, с другой стороны залетали, но неважно. То есть до Таллина долетели. Кая Каллас проснулась, ну это же родина ее. Говорит, ё-моё, слушайте, надо что-то предпринимать. Вот, министр иностранных дел, тот, который Каю Каллас заменил в Эстонии, говорит, 4-й раз уже это. Слушайте, ну если это 4-й раз, если там заблудились эти миги, то давайте так по чесноку, ну, нарушили, ну, сбивайте. Ну, или, ну, понимаете, то есть какая-то странная логика. Да, там какие-то F-35 поднялись в воздух, как бы оттеснили, ну, так, по крайней мере, нам написали. Но возникает другой момент. А зачем это Россия делает? Ну, пробует на слабо. Просто, видимо, есть такое стремление показать, потому что 5-я статья устава НАТО работать не будет, как ну, у нас ее представляли, о том, что один за всех и все за одного, а все соберутся посовещаться и реально все закончится пшиком. Но учитывая то, что вообще МиГ-31, как и раньше МиГ-25, это очень скоростная машина, все-таки Тримаха, скорость и на хороших высотах, ну, сбить довольно проблематично. Время реагирования, перехвата, то есть банально не успеет. Это подобно тому, как в начале 70-х годов советские пилоты летали над Тель-Авивом на МиГ-25. То есть, ну, несмотря на то, что у Израиля были хорошо подготовленные и оснащенные ВВС, ну, с этим тоже сделать тогда ничего не могли. То есть история повторяется, но, может быть, вот, там, переместить расчет Патриота, один из наших ЗРК, ну, летать перестанут. Для Патриота МиГ-31 это вполне, как говорится, адекватная цель. Но явно пробуют на слабо. Смотрите, тут мы сейчас с вами говорим в прямом эфире. 10 минут назад был прилет в районе Ржищева. Это Киевская область. Сообщают о том, что пролетела баллистика. В районе Броваров, то есть там, да, то есть это все слышно, тревога. В общем, идет атака. Сейчас тревоги, они такие плюс-минус, ну, адаптивные, там по регионам разбросаны. В общем, как бы идет удар по территории Украины. Вот прямо сейчас. Эти удары сопровождают, ну, как бы абсолютно, ну, я не знаю, абсолютно какой-то людоедский трек, да, вот этой большой войны. Поляки, там вот теперь эстонцы бедные, обиженные. В общем, кажется, что здесь не просто задача попробовать на зуб НАТО, а здесь задача как бы вовлечь. Есть ли выгода, есть ли интерес у украинской власти, да, чтобы, ну, скажем так, еще больше апеллировать к Западу, и пускай войска вводят, пускай сами воюют. В общем, что хотят, пускай делают. Интерес у украинской власти, безусловно, есть. Втянуть непосредственно. Он был и с первых дней, но, по-моему, НАТО, странам НАТО это абсолютно их сложившееся положение вещей абсолютно устраивает. Мы даем деньги, воюют украинцы, и, ну, как бы заодно и потихонечку расшевеливается наш ВПК, ну, натовский ВПК, происходит потихоньку перевооружение, поскольку большая часть техники идет не с заводов, а из запасов. Но это позволяет обновлять, ведь все надо время от времени, даже те же снаряды имеют ограниченный срок хранения. Но это у нас там хранили там, по 70 лет.
Вот. А нормально это несколько десятилетий надо либо в утилизацию, либо как-то использовать. Ну, вполне выгодно. А вот самим воевать, ну, по-моему, и вот за последний месяц мы увидели, что ни малейшего желания ни у кого вступать в войну нет. Вот. А демонстрация, ну, там выставлен орешник там, на шоссе там, возле польско-белорусской границы. Ну, это чисто демонстрация, это игра, и делают нервы. Ну вот есть такой Мэтью Уитакер, это посол США при НАТО. Он говорит, что это был тест, я бы сказал, что НАТО его прошло. Мы сразу ответили, сбив дрона, и направили сильный сигнал. Мы разворачиваем дополнительные средства в Польше, на восточном фланге. Нам нужно продолжать работу на многоуровневой и недорогой ПВО, потому что сбивать дроны-приманки многомиллионными ракетами неэффективно, отмечает он, но говорит, что российская угроза Западу преувеличена. Какая-то вот тоже странная история. Ну, смотрите, Запад готовится серьезно, да, к какому-то противостоянию, выделяют серьезные деньги, а Украина как бы в стороне, вы там воюете. А, но тогда, если Запад готовится, да, то, а Путин говорит, я нападать не собираюсь, то что это может означать как раз-таки для Украины? Нет, ну, 15 лет тому назад, если бы кто-то, никто в Кремле и даже намека не было на то, что будет война, то это все меняется. То есть сегодня не собирается, завтра все может поменяться. Вот если схлопнется Украина, то точно, скорее всего, займутся странами Балтии. Ну, а там есть, как говорится, те темы, за которые можно уцепиться. Ну, тоже дискриминация русскоязычного населения в той же Латвии или там что-нибудь гибридное устроить там с Нарвской Народной Республикой. Почему? Эти варианты могут вполне оказаться на столе. Тем более, говорится, все предпосылки для этого есть. Вот. А что касается того, что у нас с нашими европейскими партнерами происходит, увы, но тут кто кому доктор. Смотрите, во-первых, уничтожать с помощью ракет Sidewinder дроны, которые стоят там от силы десяток тысяч долларов, уничтожать Sidewinder, который на сегодняшний момент последние версии ракеты стоят там около миллиона долларов, там чуть-чуть постарее, там есть по 600 тысяч. Вообще это уникальная ракета, которая производится уже 70 лет, с 1955 года, Sidewinder М9. Вот. Люди иногда так долго не живут. Но она постоянно, конечно, модернизируется, но мы тоже недалеко от поляков ушли. Вот у нас сегодня телеграм-каналы постили видео, как F-16 сбивает дрон. Ну, это, знаете, ничего удивительного, потом жалуемся, что у нас не хватает ракет. Из пушки по воробьям дело не хитрое. А возникает другой вопрос с теми же шахетами. Вот идет сегодня целая дискуссия по поводу вот этих пресловутых дронов-перехватчиков. Ну, у меня такое ощущение, что это очередной у кого-то бизнес-проект. Вот кто-то сел на тему, кто-то сел на потоки. Вот. А вопрос мнением военных специалистов и экспертов никто не интересовался. Знаете, кто хочет, тот делает. Кто не хочет, тот ищет причины. Ну, просто есть, приведу такой исторический пример. Во Вторую мировую войну, ну, фильм «Пёрл-Харбор» все смотрели, помните. Ну, японцы пилотов морской авиации готовили, ну, феноменально. Там очень жесткие физические, психологические требования. И да, учитывая еще и менталитет, и то, что японцы, самурайский дух, были убеждены в том, что плоть сильнее, плоть крепче стали, ну, вот, ну, дух, самурайский дух. Вот. Естественно, американцам японская морская авиация доставила массу проблем, особенно на начальном этапе войны. Но меньше года американцам понадобилось, чтобы изобрести так называемый радиовзрыватель, когда в взрыватель снаряда вмонтирован мини-радар, который подрывается не просто где-то на заданной высоте,
Этим, как говорится, эта технология была освоена всеми. А непосредственно в близости от самолета. И наладили. Хотя первые партии, они стоили, по-моему, $400 за взрыватель. Это баснословные по тем временам деньги. Ну, на американцы, поскольку в их руках было сосредоточено 50% мирового промышленного потенциала, они их наштамповали 20 миллионов. И цена упала менее чем до $40 приемлемые. И вместо того, чтобы тратить 20 тысяч снарядов на самолет, как это было в начальном периоде войны, американцев 2-3 снаряда хватало на то, чтобы уничтожить. Неудивительно потом и в истории там, в сражении вот, Марианская охота на индеек, когда практически был выкашен цвет японской морской авиации. Но все это базировалось на технологическом уровне, на определенных конструкторских разработках. Кстати, небезызвестный Юлиус Розенберг, которого потом казнили на электрическом стуле, передал как раз технологию этих снарядов советским разведчикам, которые спустя, по-моему, в 1947-1948 году СССР наладил точную копию вот этого Proximity Fuse уже в СССР. И так до 60-х годов. Но сейчас технологии ушли дальше. Сейчас снаряды с программируемым взрывателем. Что у нас сделано? Почему вот, ну, у нас пока Skyraider, вот эта установка, которая позволяет контролировать 4 километра по периметру и до 5 километров в высоту. Ну, единичные экземпляры. Но ведь есть масса таких образцов техники и в других странах. Та же Турция производит. Ну, а у нас до сих пор гадают, как бороться с вот этими пресловутыми шахедами. Ведь одно дело, когда их запускали с десятки, с этим справлялись мобильные огневые группы. Сейчас очевидно, что изменилась тактика применения, изменилась высота применения, и их стали применять массово. И пойди разберись, где Гербера, где шахед, плюс реактивные. И уже ясно то, что те средства, которые ну, еще давали какой-то эффект в 2022-2023 году, уже работать не будут. Что сделано? Но зато у нас кто-то сел на очень хорошую тему. И Шмыгаль обещает 1000 дронов-перехватчиков ежедневно. Ну, знаете, это... Ну, знаете, вообще, конечно, удивительное наше как бы обещания вот эти слышать, удивительные наши чиновники. Тут внезапно возник из ниоткуда Умеров, говорит, переговоров нет по завершению войны, есть только там гуманитарный трек. Вчера передали 1000 тел, поэтому, собственно, понятно, да? Но тут же против Умерова копнули нехило. Прям квартиры показали красивые его. Ну ничего, ну а что, это секрет Полишинеля. Все знали, что он там, но другое дело то, что никто не знал, что у него несколько домов в Соединенных Штатах, там квартиры в Нью-Йорке, ну красиво жить не запретишь. Такое скромное обаяние, ну, чебуречное. Вот, Нет, просто знаете, смотрите, откуда? ну, Ну, откуда? тут же тоже есть главный вопрос. Так Нет, откуда такая роскошь? все очень просто. Работает система распил, откат, занос. А тем более, когда счастье привалило, вот называл цифру там Евросоюз, только Евросоюз, не считая штатов, 150 миллиардов. То есть значительная часть это же финансовые средства. Допустим, та же э, Firepoint, компания, которая занималась поиском локаций для съемок сериалов и рекламных роликов, им миллиард от правительства Дании, евро на ракетное производство. Ну, шикарно. И что-то даже если не брать, скажем так, не воровать по-крупному, все равно остаются серьезно, ну, даже если там рентабельность 20%, ну, от миллиарда 200 миллионов, ну, красиво жить не запретишь. А тем более колоссальные деньги идут через Минобороны. И существует же, ну, утром подряд, вечером откат. Ну,
Вся проблема в том, что немножечко там отжав старую олигархию, у нас появилась такая прослойка паразитического капитализма. То есть, когда люди садятся на потоки, садятся на темы, и на этом кто больше, кто меньше. Но вот даже режиссер Кирющенко, режиссер 95-го квартала, который не имел никакого отношения к миру бизнеса, ну и тот, кажется, прислонился к производству дронов, к продаже энергоресурсов. Ну, жизнь удалась. Все в нашей власти, если во власти все наши. Вот. Но проблема в другом, в том, что эти люди работают вахтовым методом, у них нет сколь-нибудь долгосрочных планов. То есть у них горизонт планирования это несколько месяцев в лучшем случае. То есть, соответственно, работая вахтовым методом, ну, то есть у них там семьи, там недвижимость, у многих бизнес. То есть, и, соответственно, для них Украина остается лишь ресурсной территорией, которую они грабят и гнобят. Но это же очень прямо Это касается фронта. Вот прямо. Все думают, что это как бы, ну, воровство это воровство, но там героический народ, вот это все, то есть, а когда, простите, идет отступление, да, Безуглая выходит, она сегодня сенсацию сотворила, говорит, катастрофа на Купянском направлении, в Купянске в самом, беда, значит, там, да, после я уже Купянска. месяц рассказываю, что там ситуация там либо котел и большие потери, либо оставление Купинска. То есть там вариантов очень мало. Нет, ну это как бы секрет такой, секрет Полишинеля, но тем не менее прозвучало же громко, и начали все опровергать, нашли опять этого, я его, кстати, часто там показывал в шуме и вообще, вот этого мэра, ну, начальника военной администрации городской, который там не находится, говорит, в городе 800 человек, ну вот так, да, 800 человек в городе до сих пор сидят, вот ждут, нет ни света, ни воды уже давно, и тут бои прямо на улицах сейчас закрепляются. Есть информация, что проникли в центр города, понятно, там все опровергают, это все нет, окраины разве что. Но в Харьковской области пошли на Липцы. Вот где интересная история. Липцы это совершенно другое направление, это приграничье, это север, это вот Да, как, ну, по дороге на Харьков, условно так, если да. брать. Это угроза Харькову. Не прямая, но, по-моему, это все ложится вот в тактику тысячи порезов, которые исповедуют господин Герасимов, который является главой Генштаба, правда, больше войной опекается Мордвичев, ну а на Герасимове общие вопросы, но это его тактика тысячи порезов. То есть создавать перманентно по линии фронта ЗСУ кризисные ситуации, которые требуют резерва, в расчете на то, что в какой-то момент в очередную кризисную ситуацию резервов не окажется, фронт треснет, а дальше ну, тактический прорыв перейдет в оперативно-тактический. Вот Днепропетровская область, кстати, внушает больше тревоги, учитывая рельеф местности, специфику, там голая как стол, там только уже дальше под Новомосковском начинаются леса, мелиоративная, Новомосковск, там вот по Волчьей. Вот. А так там степь, вот, нынешний Синельниковский район, и зацепиться не за что. Вот, поэтому там темпы продвижения могут нас очень сильно огорчить. В отличие от Донбасса, где идет сплошная, ну, сплошная урбанизация, там поселок переходит в поселок в город, и там шахты, промышленные предприятия, там голая как стол степь. 16 числа, ну там 3 дня назад условно, да, Зеленский слуг собирал на тайную вечерю. И говорил, что если фронт падет, ну или там будет какой-то И провал, тяжелые решения, да. вот все сейчас до сих пор, кстати, да, все вот гадают, вообще гадают, что он там вообще говорил, потому что одни депутаты говорят Нет, там, одно, другие другое, выборы будут, выборов не будет. Короче, а что за тяжелое решение могут быть у руководителя, который отпустил за границу пацанов 18-22?
Ну, знаете, когда у человека измененное состояние сознания, тут можно, ну, в разговоре говорит о том, что она готовится к выборам, через 5 минут говорит о том, что никаких выборов не будет, и вообще забудьте. И вот, ну, что это? Ну, это уже не ко мне, это к специалистам совершенно иного профиля. Вот. Но сама встреча, ну, учитывая то, что собралось 150 человек, еще там, по-моему, 8 или 10 человек не пропустила охрана, они опоздали. Но это показатель. Где монобольшинство? И что это? Ну, как слуги, да, сторонники Зеленского, когда шла президентская кампания, критиковали Порошенко, что коалиции давно нет, вот, а Порубий этого не замечает, ай-яй-яй, но у нас, по сути, монобольшинства уже и нет, ну, не замечают. Но, тем не менее, тяжелые решения, которые на столе, это, естественно, снижение мобилизационного возраста. Об этом, по-моему, из военных, ну, серьезных военных только ленивый не говорит, потому что так или иначе мы к этому придем, поскольку и у нас, и у русских дефицит пехоты, не хватает пехоты, но если у россиян худо-бедно это затыкают, ну, затыкают, то у нас эта проблема приобретает уже абсолютно такие катастрофические формы. То есть, когда там из учебки бежит там половина, а потом половина еще не доезжает до фронта, и качество подготовки. Поэтому, судя по всему, намек на именно на такие решения. И неудивительно, том, что понимая о том, что у власти хозяина настоящие мужики, хозяева своего слова, ну как слово дал, слово забрал. Вот сегодня калитку открыли, завтра закрыли. Естественно, 70% молодежи вот 18-22 года встали на лыжи. Ну, кто-то готовится, кто-то уже уехал. И помните, Венеславский говорит, да это все никаких очередей нет. Ну а это явно не бьется с заявлениями там, представителей ряда компаний, новой почты, Сельпо, которые о том, что банально у них дыры образовались. Кадровые дыры, поскольку молодежь попросту свалила. Студенты берут академический отпуск и уезжают, поскольку, ну, доучиться можно будет и потом, а вот все может перевернуться, вот, отменят бронь студентам. У нас же тоже это возможно. Или введут состояние войны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, это, думаю, и нас коснется, потому что состояние войны, там вводится военная цензура и так далее. Соответственно, любая критика, ну, учитывая наши реалии, любая критика будет приравниваться к измене Родины. То Ну есть, так вот уже, это уже, вот уже ну, сейчас это, в принципе, есть, без да, состояния войны. да. Однако, ну смотрите, но это тоже как-то глупо. Воевать 4 года, а потом такие раз, все, состояние войны. Это что должно произойти? Это где должен оказаться фронт? Опять под Киевом, чтобы ввели состояние войны? Ну, наверное, да, наверное, если там где-то будут бои идти на Хрещатике, то ну, на Банковой объявят состояние войны в этой ситуации. А до этого момента будут говорить о том, что мы побеждаем и так далее. Вот, в Багдаде все спокойно. Смотрите, ну, по большому счету, это не было в центре ума. Во всяком случае, когда собирает Зеленский своих депутатов? Когда надо взбодрить. Очевидно, да, другая проблема. Начинается внутренний кризис властной команды и того же монобольшинства, поскольку депутаты очень болезненно восприняли то, что их кинули под поезд с этими законами, ограничивающими независимость НАБУ и САП. Вот, и началось такое брожение. То есть это не переросло в какие-то открытые действия, но недовольство на лицо и такой тихий саботаж, итальянская забастовка. Очевидно, вот Зеленский хотел взбодрить. Но получилось так себе. То есть, Ну почему? э, Нормально получилось. Все сразу на следующий день проголосовали столетний договор с Британией. ну и это само ну это ж это отдельная тема. Криворожский колобок. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Но интервью Sky News, вот все это надо Sky News, столетний договор. Но другое дело, будет ли Трамп с Карлом Третьим выяснять, ну так кто кормится с баранчик, вот Так как в как, 90-е как вы годы. думаете, выяснили или Да, нет да. на встрече? Ну, я думаю, что нет.
Я думаю, что, ну, возможно, до этого не дошло. Во всяком случае, Карл Третий выполнял скорее такие дипломатические, ну, скорее функции такого э, царственного дипломата. Вот. Конкретика шла в разводе со Стармером. Вот. Ну, общее заявление о том, что Трампа, о том, что надо защищать англосаксонский мир и так далее. Ну, тут явно вот со Стармером они и говорили про то, усилить давление на Путина, видимо, там Стармер. Но что конкретно, там это не прозвучало. И обратите внимание, то, что царственный прием королевские почести Трампу, ну, он поплыл. Это, видимо, то, чему ему остро не хватает. Это тот антураж, который ему так нравится. Вот это позолота, кареты, камзолы. Вот, гвардейцы в меховых шапках. Как он с капитаном гвардейцев. Э, Карл Третий плетется где-то сзади, но это не первый. В 2019 году, это же второй государственный визит Трампа, в 2019 году он тоже пошел впереди Елизаветы. Было такое. Ну, он Было себя такое. тогда одернул и подождал ее. Да. А тут такое ощущение, что Да. он этого не Ну, замечал, да. этого У карлика. меня очень простой вопрос. Мне напоминает вот эти кейсы из 90-х, когда приезжают к бизнесмену одна бригада, там мы ставим тебе крышу и так далее. Ну, вот, следом приезжает другая, но если человек не умеет сказать нет, иногда бывали такие прецеденты, когда да звучало, как говорится, двум, говорилось двум бригадам, а потом бригады выезжали на стрелку и выясняли между собой отношения, как-то кто ж кормится. Поскольку, судя по всему, вот, мы же далеко не все знаем про это столетнее соглашение, судя по всему, там будет явный конфликт интересов с ресурсной сделкой, которую подписала Свириденко. Вот. И, судя по всему, прежде всего в планах Трампа сесть на газовую трубу и продавать российские энергоносители европейцам. Вот. Украинская ГТС. Ну и мы уже многого не знаем. Возможно, когда узнаем, там, как говорится, за это столетнее соглашение на 10 пожизненных сроков за державную зраду, ну, не исключаю такого варианта. Но все это будет некоторое время спустя. А пока мы увидели то, что начиная с вот показательно с вот этого интервью Sky News, где начал получать Трампа. Ну, Владимир Александрович просто за эту неделю вернулся обратно в овальный кабинет. Ну, стоит ожидать, как говорится, алаверды от Дональда Фредовича. Она неизбежна. Это неизбежно. Ну, смотрите, сейчас тоже все гадают, говорит, да успокойтесь, вообще нет никакой интриги. Встретятся, конечно, они на этой генассамблее ООН, все, как бы, не переживайте. А, Другие говорят, подождите, подождите. Не факт вообще. Ну, просто встретятся. просто посидят в одном зале, то есть не будет отдельной встречи Трампа и Зеленского, поэтому как бы don't push the horses, как говорил кандидат в президенты Усик. Ну, его включили в рейтинги сейчас. Поэтому тут тоже такой момент по поводу Трампа. А, Скажите, а на кой вообще составили вот этот список, где Залужный обгоняет Зеленского, где там вот эти все фигуры Ну, мы же разные? знаем, что у нас социология давно превратилась в продажную девку политтехнологов, прежде всего политтехнологов власти. Вот. Ну и другие стараются не отставать. Социология превратилась из инструмента, из действительно дающего картину общественного мнения, в инструмент пропаганды. Вот это, ну, в данном случае, это такой информационный вброс. Просто Но как явно может быть социология КМИС, что там сколько, 59% украинцев доверяют Зеленскому, а у него там голосовать за него готовы там вообще, ну, грубо говоря, а там. почему? Меня только удивляет, почему не 99%. Ну, наши социологи сраму не имут, так что ничего удивительного тут нет. Инструмент пропаганды. Это все и точка. Тем более, все хотят кушать, но и красиво жить, и в том числе и социологи. Ни на кого не указываю, но тут явно, как говорится, не бьется. Это совершенно очевидно. А другое дело то, что вот эти вкиды, ну, это такая латентная подготовка к избирательной кампании. То есть формирование вот такого пола кандидатов, появление, кстати, и Усика показательно, но как-то
на какую аудиторию явно, ну, для потенциальный, то, что мы наблюдали, вот этот батл Дубинского и Шария, ну, это явно тут ноги растут от конкуренции, кто будет осваивать электорат Юго-Востока. Запустят, ну, все это напоминает ситуацию 2019 года, помните, когда был батл между каноническим опоблоком и оппозиционной платформой, за которой там стояли Медведчук, Левочкин и так далее. Вот продолжение последовало. Теперь выяснение отношений, так кто агент Банковой, кто агент Ермака и так далее. Ну, с довольно жесткими заявлениями, ну, ни на кого не хочу указывать, но это явно в глазах людей это, ну, фаршмачатся все они такие. То есть, Ну, то есть это тоже такая политическая технология, чтобы, в общем, да, 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 разделяй и властвуй. естественно, но явно ниша пустая, и, как говорится, большой соблазн зайти, снова рассказать про защиту, про церковь и так далее, но есть, знаете, и реестровая позиция, то есть та, которую, как говорится, весьма комфортно себя чувствует. Оппозиция Его Величества, а есть действительно, да, оппозиция, которую канцелят. Просто санкциями, уголовными делами и так далее. Вот и пойди разберись. Ну, люди с улицы этих нюансов не знают, к сожалению. Вот. Но это уже пошло, понеслось. А публикация рейтингов это лишь то, что, ну, да, выборы не назначены, непонятно, что и когда, вообще непонятно, когда война закончится. Я считаю, что не будет, пока все идет к продолжению, более того, к эскалации, но, тем не менее, великие перегоны начались. Ну вот, например, гипотетически, потому что он сам не заявлял, и мы пока ничего не знаем об этом. Хотя, в принципе, мы же вспоминаем 2019 год, все тоже включали в рейтинги Зеленского, а он не говорил иду, не иду, то есть, ну, в рейтингах он был. И, кстати, поначалу там вообще как бы не на первых ролях. То есть, вот это вот сегодняшнее появление Усика можно, в принципе, приравнять к появлению Зеленского в рейтингах в 2018 году. Ну, где-то там весна, лето, вот где-то так. Когда его, ну, как бы его проявили, да, таким образом. А, Понимаете, складывается такая очень печальная картина. У нас какие-то кандидаты все или усики, М. или зелики, или нацики, понимаете? Ну, может быть, это и делается, чтобы все это выглядело, выборы выглядели как борьба мерзавцев с негодяями. Ну, можно это и делать расчет. Ну вот То если бы есть, вы были политтехнологом Усика, что, какая стратегия вообще, на что расчет? Повторить успех Зеленского? нет, он явно вот в эту нишу не. Да, у него была определенная ниша вот у Осика, но адекватников он разочаровал, как говорится, тем, что, по-моему, это же он говорил о том, что он, если пойдут отбирать лавру, то он пойдет защищать монахов. Ну, этого не случилось. Понятно, я прекрасно понимаю, скорее всего, с ним поработали его промоутеры и объяснили, что это же дорогой, это же ударит. Ну, бизнес не любит таких политических конфликтов. Но тут с точки зрения боксера-бизнесмена я все прекрасно понимаю, это могу понять. Но это и бьет и по политическим перспективам. Ему все время это будут вспоминать, потому что он переобулся, потому что кому он там носил свой пояс. Поэтому важно, ему надо найти свою нишу. А большой ниши для него я не вижу. Повторить феномен Зеленского. Ну, феномен Зеленского, он зиждился на чем? На том, что Юлия Владимировна, там она же экспериментирует с новым курсом, и там, да, было много интересного. Но, опять же, она из старой обоймы, плюс в какой-то момент по ходу кампании она начала менять стратегию. Это то, что политтехнологи категорически не рекомендуют делать. Поскольку даже если с с ошибочной стратегией переходишь на правильную, ты все равно очень сильно проседаешь.
Вот. А она подхватила, ну, знамя армии Мовы-Виры, но не понимая того, что если тебе важна армия Мовы-Виры, есть Порошенко, но тогда не нужна Тимошенко. Естественно, вот в эту нишу, как чертик из табакерки, впрыгнул Владимир Александрович. То есть зашел на очень благодатное поле, которому людям, которым вот это порошенковское лицемерие, армия Мовы и Виры, ну, уже стало поперек горла. Плюс коррупционные скандалы. И на этих чувствах Владимир Александрович также мастерски сыграл, как на рояле без рук. Вот, свой электорат. А, Феноменальный, особенно январь-февраль. Ну, там кратный рост рейтинга. Это говорило о том, что он попал в десятку. Точнее, его технологии. Значит, заявление Пескова, это самое свежее, вот сейчас, там, 2 минуты назад распространяют. Говорит, Трамп продолжает прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса, эмоциональность его отношения вполне понятна. Путин сохраняет готовность к урегулированию и желанию урегулировать ситуацию на Украине дипломатическими средствами и делает для этого многое. Это цитата Пескова. Сам Путин тоже сегодня выступал, говорил о том, что он рассчитывает и верит, надеется, что СВО закончится. Ну, то есть пошла вот эта вот из Кремля как бы струйка воздуха такого, ну, мирного, да, какого-то мирного. Хотя вот по действиям, смотрите, Но это явно не трубка мира. ну да, но по действиям, смотрите, достаточно такие своеобразные действия. Во-первых, наступление, да, везде. Во-вторых, а, понятна отработка инфраструктуры украинской. То есть Операция магистраль. Да. это раз. Но Совершенно. Герасимова, который уже, в принципе, может идти на покой, Продлили на 5 лет. Да. переназначает он. Ну, тоже ведь неспроста, значит, да? То есть на 5 лет продлили. Некоторые называют там сроки о том, что это все будет продолжаться условно год точно, а там может и 2, а там может и 5. Ну, вот как-то так, да, относятся к урегулированию. Почему не едет эта телега мирных договоренностей и дипломатии? Потому что когда, ну, с одной стороны, не истощены ресурсы ни одной, ни другой стороны, как говорится, в ноль. То есть, ну, когда у Германии осенью 2018 года вот эти ресурсы полностью истощились, ну тогда они пошли в вагон маршала Фоша договариваться о перемирии. Ну, соответственно, истощение ресурсов привело и к политическому землетрясению, рухнула монархия Габсбургов, дальше все уже как шашечки домино начало сыпаться. Вот. Пока этого нет ни у России, ни у Украины. Как бы там ни было, да, есть дыры в бюджете, да, но, по крайней мере, на ближайшие несколько месяцев точно хватит. С другой стороны, позиции и той, и другой стороны являются ультимативными. Как у России, так и у Украины. А когда между вот этими ультимативными позициями абсолютная пропасть и никаких шагов в сторону компромисса не делается, никакой Трамп мостик тут не наведет. То есть вопрос стоит так, что либо одна сторона должна слиться, по сути, капитулировать, ну, пока этого не хочет делать не дает. Поэтому, и, соответственно, и переговоры не то, что буксуют, они остановились. Это же тот же Песков говорил. Еще недели не прошло. О том, что и Умеров, да, подтвердил, что только там обмен телами, гуманитарные вопросы, но поэтому, увы, война продолжается. И да, она продолжит собирать свою кровавую жатву. Тут не добавить, не прибавить. Зеленский, вечернее обращение, сегодняшнее только что. Это, конечно, всегда интересно. Ну, вот, вообще, конечно, это вот надо, это к вам. Вот вы говорите, там, так, к психиатру, там, нет, это к вам, это технология. Это все читается, причем люди, они же не наивные. Цитата. Район Покровска, район Доброполья.
Именно там было одно из самых важных для россиян направлений их наступления, и полноценное наступление они не смогли там развернуть. Наши военные уничтожают их силы, россияне несут существенные потери. Существенно пополнен обменный фонд для нашего государства, каждый день добавляются российские пленные. Будут и новые наши, ну вот это опять эта мода, вот, дипстрайки в ответ на то, что делает Россия. А, Когда приезжала эта Мецола из Евросовета, ну, филиал открывать в Украине, ну и вообще сказать, что мы ждем вас, и это будет гарантия безопасности. Ну, как бы, сегодня Мецола есть, завтра Мецолы нет. Это такое. Ну, главное сказать с трибуны. Зеленский тоже вот такое что-то выкручивал, что оказывается наступление 4. 2 отбили. Вот сейчас, получается, третье отбиваем, да? Есть еще одно. На Липцах, наверное, не доложили еще, что там на Харьков, да, идет в сторону Липцев. Там с июля не слышно было вообще ничего о том направлении. Ну да ладно. То есть мы видим, что Зеленский, ну, Покровск уже как бы отбил, обезопасил. Ну, Покровск тоже охвачен, по сути, там ситуация держится, но там все совсем не радужно. Это типичный пример параллельной реальности. Понимаете, если бы вы посмотрели там выпуск Deutsche Wochenschau за март 45 года, ну, и не знали историю, вы бы в жизни не догадались о том, что Красная Армия в 70 километрах от Берлина, на Одерских плацдармах. Вот. Ну и война же такая штука, что даже какие-то тактические победы можно раздувать до гигантских величин. Знаете, когда последнее окружение Красной Армии случилось под Бауцином в апреле, в 20-х числах апреля 45 года. Там по полякам досталось на орехи, там дивизия Герман Геринг там активно прошлась. Но это типичный пример параллельной реальности. Куда фронт движется в какую сторону? С востока на запад или с запада на восток? По-моему, ответ совершенно очевиден. Это можно сколько угодно искать, как говорится, находить вот эти аргументы того, что мы побеждаем, но реальность, люди, которые это видят своими глазами, то, что происходит на фронте, у них совершенно иные оценки. Вопрос в другом, потому что традиционно вот президент попал в окружение. Вот окружение ему надувает уши, возможно, искренне верит, но что у него есть представление, он знает армию, он ни дня не служил, президент. Вот, поэтому он существует, ему комфортно в этом существовать. Он существует в вот этой своей теплой информационной ванне. Естественно, а что он был европейцам? Ну, если все плохо, все пропало, ну, денег же не дадут. А так вот, давайте еще чуть-чуть, и мы победим. Ну, где-то же 7 миллиардов долларов недостающих денег, чтобы закрыть финансирование вооруженных сил. Где-то же найти надо, о которых Марченко говорит. 300 миллиардов гривен не хватает на финансирование ЗСУ. Ну, вот. Ну, вы знаете, по поводу дефицита бюджета, он тоже сказал в сегодняшнем обращении, говорит, значит, мы будем определенные виды оружия экспортировать, и у нас будут деньги. Ну, короче, такое, экономика кота Матроскина вот это. Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное. Нет, ну, что-нибудь ненужное мы продавали на протяжении четверти века и распродавали, как говорится, до мышей, что называется. Украина входила в десятку экспортеров, ведущих экспортеров вооружений. Но основном это вооружение, то, что нам досталось наследство. То есть распродавали вооружение вот той 900-тысячной группировки советской армии, которая осталась, ну, выводилась в Украину, это из Венгрии, из Германии. Там, кстати, была вполне годная на тот момент военная техника, и чего там только не было. И все это продавалось, вот как история с судном «Фаина», на которых там десяток Т-70, там 3 десятка Т-72 было отгружено. Вот, это классический пример. Фирма «Оружейный барон», это ж, там по-украински
более чем прозрачный намек, где все это покупалось. Украина распродавала. А, собственно, сколько танков, ну, да, был в 90-е годы, ну, так, чтобы быть объективным. Да, удалось продать 300 танков Т-80 УД Пакистану, потом что-то еще, несколько десятков Таиланду, и все. А что еще? Что еще из того, что современный украинский ВПК производил? Украинский ВПК накрылся медным тазом. Нечего уже. Все, Бобик сдох. Было 700 тысяч человек в военной промышленности в 1991 году. Осталось менее 200 тысяч. Ну и то там с алтакенной паразитической прослойкой, там всевозможные укрспецэкспорты там, и так далее. И что мы можем продавать? Ну, можем продавать дроны колумбийским наркобаронам. Или... Очень интересный, скажем так, ну, если так как бы закруглять вот эту тему с войной, да, войной, миром. Келлог, ну это же потрясающе. За Телеграф. Путин хочет восстановить Российскую империю. Если Российская Федерация завоюет Украину, она точно перейдет к нападению на НАТО. Возможно, Украине придется признать оккупированную территорию сейчас, но в длительной перспективе, в общем, можно все вернуть. За закрытыми дверьми президент Трамп гораздо злее, чем на публике. Ну и еще про Путина, что точно он будет стремиться захватить всю Донецкую и Луганскую области. Следующими могут быть Южная области, Херсонская, Запорожская. И потери у россиян будут высокие. Вообще, знаете, когда вот мы говорим о потерях россиян, или Зеленский о пленных говорит, или о потерях, вот смотрите, вот потери у них. А что с нашими потерями? Видно невооруженным глазом. Конечно, ну, пройдите на любое кладбище, и все, по-моему, все становится на свои места. Я просто так, ради вящего интереса, тут недавно этот реестровый волонтер Чмут рассказывал о том, что там то ли 18, то ли 20 погибших в день. Ну, это так, чтобы подпереть цифру, которую Зеленский, там 30 тысяч Зеленского. Вот, такого рода сказки. Я просто прошелся по ленте Фейсбука. За день 45 некрологов. Это только в моей ленте. Вот. Уже не бьется. Но скептики говорят о том, что от 100 до 200 человек в день гибнут на фронте. На 1000-километровом фронте. Вот это реальность. Ну, помножьте и получите несколько иные цифры. Да, это не 1,5 миллиона, там российские Z-блогеры. Украина потеряла 1,5 миллиона. Ну, 1,5 миллиона потерь это, ну, обычно, если возьмем на войне, это 3-4 раненых, один погибший. Вот в таком соотношении. Но, тем не менее, это все равно это чьи-то отцы, братья. Вот. Цифры колоссальные. И, увы, ну, другой момент. Как ну, вот недавно ж увеличили сроки по выплате. Ну, явно вариантов немного с этими 15 миллионами. Сегодня это 350 тысяч долларов, а если гривна навернется, будет квантовый скачок там, до 80. Это уже другая цифра. И пока оно все растянется по времени, ну явно, ну, если мы посмотрим на цифры бюджета, закрыть компенсацию тех, кто погиб, то, что было обещано, как говорится, весной 22 года, когда думали, что война 2-3 недели и все, как говорится, на этом закончится. Уже точно не получится. Еще один вопрос от меня. А что за бурная реакция на интервью Дудя с Киевстоунером? Ну, значит, Ну, рэпер, да, то есть, понятно, уехал, у него там особая позиция. Кто-то его любит, кто-то ненавидит. Понятно, что он там в этом интервью называет Басту братиком, да, то есть, ну, как бы открыто это говорит. Я напомню, что просто Басту братиком называл в свое время и Зеленский, разрешая ему да. концерты и все остальное. Ну, Ну, мы же не будем забывать, где снимал, ну, состоялось творческое восхождение Владимира Александровича в кинобизнесе. Ну, по-моему, не в киевских, а в московских пенатах.
И И получается, вполне... смотрите, досталось и Киевстоунеру, досталось и Дудю, и вообще такая странная история, там, смотрите, рашист, Дудь, Мгм. ну вот таким вот макаром как бы полнятся Да. соцсети. Ну, во-первых, учитывая то, что Киевстонер не придерживается этих ветчизняных скреп, ну, вот, это уже преступление в глазах национально озабоченной публики. Второй момент – политика канцелинга. То есть, явно есть категория вот тех, кого блогеры, эксперты, кого канцелят. СНБО, ЦПД, СБУ и так далее, там, по порядку. Естественно, когда он получает довольно широкую аудиторию в лице Дудя, ну, как бы там ни было, но Дудя у нас смотрят. То есть, ну, он котируется, он собирает просмотры. Это же факт. Факт. Вот. Естественно, это вызывает нервно-агрессивную реакцию. То есть, когда... Ну, у нас же недавно была история с интервью Пугачевой и Гордеевой, когда там тоже наши патриоты... Что она там, ну, вот не назвала Путина военным преступником, это все они такие вот. Ну, у людей давным-давно вот черно-белое сознание, то есть никаких оттенков. Но, к сожалению, реальность рано или поздно постучится по лбу. Ну, люди живут в таком своем мирке, то есть убеждены в том, что весь мир с нами, а когда те или иные фигуры напоминают, что все немножечко не так, вот они нервно и агрессивно реагируют. Вот. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Значит, 19-й пакет санкций ЕС против России изменит ли О, мнение Трампа о войне в Украине? 5% считает, что да, Трамп переметнется глобалистом. 10% разве что после 20-го, ну, пакета или числа. Значит, 13% да, недели на две изменит мнение, а потом опять он вернется. Ну, вот так вот. И будет так шататься и дальше. Ну, и 72% считают, что все-таки нет, и будут добивать Европу вот этими всеми моментами. В общем, Урсула не отвертится, так сказать, вот этими пакетами, а в общем, Трамп будет стоять на своем. Ну, как видите, ну, мнение с большинством да. совпало. Ну, да, как мы видим, и Владимир Александрович вернулся под домофор глобалистического интернационала, убежал от реализациониста Трампа, ну, все стало на свои места. Вот. Ну, а Европе, ну, Европе надо готовиться к тяжелым временам. Да, значит, переходим к вашим вопросам. Поехали. Значит, те вопросы, которые оставлены заранее. Значит, вопрос. Когда мировые элиты наиграются в войнушку? Андрей Владимирович. Ой, не скоро еще. Почему? Запасайтесь терпением. Ну, перезагрузка мировой экономической системы, системы международных отношений, того же международного права, но оно за год, за два, это не... И я боюсь, что еще самые, скажем так, самые рисковые сюжетные повороты у нас еще впереди. Ну, не наигрались, это совершенно очевидно. То есть, и, знаете, вот подобно тому, как у Чехова, если в первом акте на сцене висит ружье, то оно должно выстрелить во втором акте. Вот пока это ружье собирают, смазывают, но второй акт неизбежен. Значит, здравствуйте, Александр. Как убедить русский народ, что утраченные русские города Киев, Харьков, Одесса и прочие больше никогда не будут русскими? И как Украина думает уцелеть в долгосрочной перспективе, если убедить не удастся? М, Знаете, к сожалению, вот помните у Мариса Дрона, король, который губит Францию. Вот, но у нас политическая элита, она благополучно, ну, занимается уничтожением Украины. Ведь не обязательно это должно происходить в форме там,
прямого и непосредственного нарушения, но разрушения. Утрата, знаете, ну, найдите страну, которая за 30 лет потеряла ну, с 52 миллионов, ну, потеряла добрую половину. Добрую половину. А это человеческий капитал. Это не заводы, не мосты, не электростанции, которые можно восстановить. Потерянный человеческий капитал, ну, это, все пойдет прахом. И русские города. Ну, вопрос же в том, опять же, вот с Одессой. Больше, ну, переименовывайте улицу и дальше переименовывайте улицу еврейскую в улицу Шухевича. Шикарно. Вот. Больше там вертепов в Одессе, больше там боритесь с Пушкиным, больше вот пусть эти десанты деколонизаторов, так ну неудивительно, какие метаморфозы произойдут в Одессе. То есть игнорирование реальности, оно очень часто наказание не заставит себя ждать. Тем более, обратите внимание, смотрите, карта в кабинете Герасимова. По-моему, Арестович у вас обращал внимание на этот нюанс. Это ж прямой намек на то, что тут тоже конфликт Приднестровья может быть и разморожен. Да, там всего 1500 бойцов спецназа МГБ, МВД Приднестровского, Дельта и Днестр, по-моему. Но для гибридных операций этого вполне достаточно. А там не только Одесса и Черноморск, там несколько десятков километров. Еще и Одесса, Жмеринка, ветка. Стратегически важная для 15 километров от границы в районе Раздольной. Вот. Паланка, переход. Идеальные места для таких точечных ударов, которые могут создать колоссальные проблемы. В 1944 году, к слову, когда армия Катукова перерезала вот эту магистраль Одесса-Львов, ну, для вермахта это имело катастрофические последствия: потери Украины, там, отступление в Румынию и так далее. То есть там фронт обвалился, поскольку на этом держалось снабжение всего южного фланга. Ну, а сейчас вы же видите, можно перерезать дронами. А сейчас, да, обрати, у нас же никто не забывает о том, что 28 сентября в Молдове выборы. А там Майя Санду, которая так успешно руководила, что у нее с 50% рейтинг где-то опустился до 20%, да, публикует, что действие и солидарность на первой позиции, ну, честно говоря, это, знаете, это фургон с оркестром. Это немного, скорее всего, не соответствует действительности. А три другие партии, которые могут пройти в молдовский парламент, но это такая грузинская мечта на минималках. Ну, только молдовская мечта. Дадон там с патриотическим блоком. И Молдова может совершить такой геополитический разворот, которых очень многих в Киеве расстроит. Но это реальность, к сожалению. А дальше? Ну, Добрый можем. вечер, Александр Андрей Владимирович. Вопрос. Каковы шансы, что по завершению войны с Россией Украина пойдет по стопам США и начнет войну за независимость от Британии? Или завершение первой означает победу во второй? Заранее спасибо за ответ. Ну, где мы найдем Вашингтона с новым-то правильным законом? Ну, я сомневаюсь. Сравнивают сравнимое. Вот. Но мне просто интересно будет наблюдать за выяснением отношений Белого дома с Foreign Office. Вот насчет все-таки. И это мы увидим на ближайших президентских выборах. Кто там пойдет? Ну, понятно, возможно, британцы будут толкать Залужного, но тогда американцам надо искать, на кого ставить. Кто это будет? Белецкий, Разумков, ну, не будем пока гадать, но явно тут уже, как говорится, в отношении политического будущего Украины видение американцев и британцев расходится. Но это не вопрос деколонизации, он рано или поздно станет. Это вопрос времени. Другое дело то, что останется от Украины в человеческом измерении, в измерении экономического потенциала, территорий. Это вопрос открытый и абсолютно неопределенная величина. Лина Востроилова, вам не кажется, что независимость украинцам явно навредила? Ну, почему? Каким украинцам? Вопрос же конкретный. Вот Владимир Александрович
с этим не согласиться. С этим не согласятся представители нашей политической бизнес-элиты, силовиков. Ну, в какой еще стране там полковник спецслужб ведет образ жизни мультимиллионера долларового, вот со всеми атрибутами. Поэтому, ну, понятно, что вот как в феврале 22 года они слились одними из первых. Вот тот же Херсон, Харьков моментально встали на лыжи. Там власть исчезла, испарилась. Но они с этим не согласятся. А другое дело то, что да, допустим, для Николаевских корабелов, ну, они скорее согласятся с Востроиловой в этом, поскольку отрасль исчезла как таковая. Ни работы, ни перспектив нет, разъехались по всему миру. Да, они скажут, что, как говорится, независимость вышла нам боком. Но тут каждый со своей колокольни. Значит, чат-трансляция Андрей Зинченко. Добрый вечер. Зеленский устраивает Россию? Какая-то странная война, вернее, ее долгое продолжение. Я думаю, что по большому, ну, допустим, вот томящийся в Лукьяновском СИЗО Дубинский считает, что вот как раз вот пресловутый Буратино это и есть Зеленский. Вот что он целиком и полностью устраивает Россию. Ну, вот с этой позиции, то, что довести все до ручки, да, ну, вполне. Но официальная то позиция, на которую мы, как аналитики, должны опираться, ну, естественно, э, Зеленский категорически не нравится, возможно, Путину, его окружению, но подчеркивается, что не личное восприятие, а то, что да, истек срок его полномочий, им важно перезагрузить власть, чтобы иметь дело с легитимным представителем Украины. Но готовы говорить даже с ним. Вот. Но явно будет все-таки ставка делаться на ту фигуру, с которой можно Кремль готов будет вести дело. Потому что до определенного момента Зеленского, ну, я же помню, 19-20 год вполне благосклонно, ну, таких пятиминуток ненависти по отношению к Зеленскому не наблюдалось. То есть вполне ровное, первоначально вполне ровное и толерантное отношение было. Кеша спрашивает, на данном этапе это война России и Украины или России и Европы? Ну, Россия и Украина при поддержке Соединенными Штатами и европейскими странами Украины. То есть, ведь даже когда Кедми Соловьев там подначил что-то по поводу того, что Россия воюет с НАТО, но извините, Советский Союз поставлял арабам оружие, но в Израиле, ну, все, кто в здравом уме, никто не говорил о том, что Израиль воюет с Советским Союзом. То есть Израиль воевал с Сирией и Египтом. Даже Хедми это возмутило. То есть, прежде всего, ну, опять же, в 21 веке войн в традиционном понимании там, как никто не объявляет. То есть, вот такая, по-прежнему, де-факто идет, у нас же не война, у нас специальная военная операция с точки зрения Кремля. А в Киеве состояние войны, введено военное положение, но состояние войны тоже не объявлено. То есть, вот этот неопределенный статус. Ну, понятно, у каждого свои соображения. Вот, для Киева важно было, чтобы, ну, если состояние войны, то, соответственно, никаких там денег от МВФ и так далее. Поэтому пошли таким гибридным путем. М, Так, значит, ну, у нас тут приходят новости, что федеральный судья отклонил иск Трампа на 15 миллиардов против Нью-Йорк Таймс. Ну, в общем, Не, ну, интересно, конечно. ну там вот, тоже, знаете, очень часто люди, которые сталкиваются с какой-то несправедливостью, да, Трамп отравило, травили глобалистские медиа, но как ведет себя Трамп, ну, не лучше. Вот, с этим, с комиком Киммелом, там 23 сезона, но стоило ему высказаться по поводу покойного Кирка, шоу закрыли. Ну, то есть, это не лучший пример. Так, значит, вопрос. В какой период времени Украина действительно была независимой? Было ли такое? Спасибо, пользователи Red Monkey. С первых дней это
были все атрибуты независимости, но ну, не так много у нас ну, днем с огнем сыскать действительно независимые государства. А Украина была зависима изначально. Отказ от ядерного оружия, там очень многие, скажем так, решения в плане экономики, ну, все это, ну, скажем так, не в Киеве принимались стратегические решения, увы. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что провели этот вечер с нами. Андрей Владимирович, благодарю за время и мысли. Взаимно. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Чуть меньше, чем через часик встретимся, поговорим в шуме. Самое главное, берегите себя и друг друга. Увидимся. До скорого.